На берегу океана, в небольшой деревне Нортвуд, 11 марта 2020 года произошел шокирующий инцидент. Группа местных жителей, прогуливающаяся по пляжу, стала свидетелями того, как гигантский дельфин выбросился на берег. Его тело с трудом двигалось, а глаза полны страдания. Вокруг собралась толпа, в воздухе повисла тревога. Многим казалось, что это обычный случай, но вскоре все изменилось. Некоторые люди пытались подойти ближе, чтобы рассмотреть дельфина. Вскоре несколько детей начали кричать от восторга, но вскоре их радость сменилась на ужас, когда они заметили, что дельфин не просто выбросился на берег. Он застрял в мелководье, не в силах вернуться в океан. Местные жители начали обсуждать, как же помочь бедному животному, но у них не было четкого плана. В это время к дельфину подошла женщина по имени Лора. Она была биологом-океанографом и знала, что делать. Ее сердце заколотилось от страха за жизнь дельфина, и она не теряла времени. Мгновение спустя Лора заметила что-то странное в пасти дельфина. Она наклонилась и попыталась увидеть, что именно он держит. Вокруг собрались люди, они замерли в ожидании, не в силах отвести взгляд. Сердца забились быстрее, когда Лора, приняв решение, осторожно попыталась открыть пасть дельфина. В этот момент толпа затаила дыхание, ведь никто не знал, что она найдет. Дельфин издавал звуки, которые напоминали стон. Лора аккуратно расстегнула его челюсть, и в этот момент из пасти выпало нечто удивительное. На песок упала маленькая пластиковая бутылка с запиской внутри. Этот неожиданный поворот событий вызвал шок у всех присутствующих. Записка была промокшей, но виднелись некоторые слова. Одна из женщин из толпы, увидев это, вскрикнула, желая узнать, что же написано. Лора, не ожидая такой реакции, быстро вытащила записку и попыталась прочитать. Но содержание записки стало для нее настоящей загадкой. Напряжение нарастало, когда люди начали осознавать, что этот дельфин мог быть переносчиком важного послания. Какое значение имела эта записка? Почему дельфин держал ее в зубах? Каждый из присутствующих знал, что их жизни изменятся в тот самый момент, когда Лора расшифрует тайну, скрытую в этом странном послании. Никто не ожидал, что дальше произойдет нечто еще более удивительное. Среди людей начали возникать догадки, и каждый пытался представить, что именно могло произойти с этим дельфином и его сообщением. Мгновение надежды, когда казалось, что дельфина может спасти, переполняло всех, но в то же время они понимали, что время уходит. Вскоре дельфину потребуется помощь, и, возможно, эта записка окажется ключом к его спасению. Лора приподняла мокрую записку, стараясь рассмотреть текст. Толпа людей с нетерпением ожидала, что она скажет. Джон, местный рыбак, наклонился ближе к ней и спросил, что там написано. «Мы можем помочь ему?» Его голос звучал настойчиво. Все взгляды обратились к Лоре, когда она начала расправлять запись. Текст оказался неразборчивым, частью слов стерли вода и песок. Однако несколько фраз удалось разобрать. «Мы не одни. Спасите нас». Осознание того, что дельфин мог быть носителем важного послания, вызвало волны шепота среди собравшихся. Одна из женщин спросила, кого именно дельфин имел в виду. Лора поняла, что это не просто случайность. Дельфин мог быть частью чего-то большего. Вскоре к пляжу начали подтягиваться туристы, привлеченные слухами о дельфине. Репортер местной газеты с камерой в руках пробрался к толпе. Он спросил Лору о значении записки. «Это может быть связано с чем-то серьезным», — ответила она, все еще держа записку. Вдруг дельфин издал звук, похожий на крик. Джон, не дожидаясь объяснений, бросился к воде. Он вошел в мелководье, пытаясь подтолкнуть дельфина обратно в океан. Вода накрывала его до колен. Джон приложил все свои силы, но дельфин был слишком большим и тяжелым. На пляже начались споры о спасении дельфина. Один мальчик предложил позвонить в местный центр спасения морских животных. Эта идея быстро нашла поддержку среди времени. Группа подростков стала искать номер телефона, чтобы вызвать помощь. Другие продолжали обсуждать записку, высказывая предположение о том, что она может значить. Лора решила, что записку следует передать в научный центр. Она считала, что дело может быть не только в дельфине, но и в экологических проблемах, угрожающих региону. «Может, это послание от других существ, от которых нам нужно защищать нашу природу», — произнесла она, и некоторые начали кивать в знак согласия. С каждым мгновением напряжение на пляже нарастало. Люди собирались в группы, обсуждая, как действовать дальше. Спасение дельфина требовало координации и быстроты. Каждый понимал, что жизнь этого животного зависит от их действий. В воздухе витала надежда, сочетающаяся с тревогой. Тайна, содержащаяся в записке, становилась все более важной.
Каждый момент имел значение, и дельфин нуждался в помощи. Толпа на пляже продолжала нарастать, и с каждой минутой становилась все более напряженной. Люди обсуждали, как помочь дельфину, и каждый пытался предложить свои идеи. Один из мужчин с вытянутыми мускулистыми руками начал кричать: «Нужно вернуть его в воду!» Он попытался организовать людей вокруг себя, предлагая подталкивать дельфина вместе. Однако другие начали возражать, утверждая, что это может навредить животному. Среди собравшихся начались разногласия. Некоторые считали, что нужно подождать профессионалов, другие настаивали на том, что каждая секунда имеет значение. «Если мы оставим его здесь, он умрет!» — закричал один подросток, его голос звучал пронзительно на фоне глухих разговоров. В это время Лора продолжала держать записку в руках, осознавая, что она может содержать ключ к разгадке. Внезапно, когда дельфин снова застонал, кто-то вытащил телефон и начал снимать происходящее на видео. Этот поступок привлек внимание других. Множество людей начали вытаскивать свои телефоны, чтобы записать момент. Лора почувствовала, как ее охватывает раздражение. Она закричала: «Ставьте телефоны в карман! Нам нужно действовать!» Но ее голос потерялся в общем шуме. Кто-то из толпы предложил построить временную платформу из досок и других подручных материалов, чтобы облегчить дельфину возвращение в воду. Группа мужчин быстро принялась искать подходящие куски дерева и другие материалы. Они начали строить импровизированный мост на песке. Лора обратила внимание на это и решила поддержать их. Она присоединилась к ним, подавая доски и указывая на то, как лучше закрепить конструкцию. В это время один из туристов, заметив напряжение, подошел к Джону и предложил вызвать местную службу по спасению животных. «Я знаю, что они находятся недалеко», — сказал он. Джон все еще в воде кивнул. Он достал свой телефон и начал набирать номер. Окружающие замерли в ожидании, и волнение нарастало. Каждое слово Джона, произнесенное в телефон, звучало как надежда на спасение. Лора, оставшись на берегу, продолжала наблюдать за происходящим. Она понимала, что спасение дельфина требует немедленных действий и координации. В этот момент она обратила внимание на группу людей, которые собрались вокруг, обсуждая записку. Они предполагали, что это послание может касаться не только дельфина, но и их общины в целом. «Может, это предупреждение о чем-то важном?» — произнес кто-то из группы, и остальные замерли, задумавшись. Солнце медленно опускалось к горизонту, и свет начинал тускнеть. Грустный свет освещал смятение на пляже. Каждый человек на берегу осознавал, что судьба дельфина может зависеть от их действий. Лора продолжала думать о записке, задаваясь вопросом, как она может изменить ситуацию и помочь животному. Эта тайна становилась все более важной, и время тикало. Толпа на пляже постепенно успокаивалась, но напряжение сохранялось. Лора решила, что нужно еще раз взглянуть на записку. Она понимала, что это может быть ключом к пониманию текущей ситуации. Она медленно наклонилась к дельфину и попыталась еще раз рассмотреть, что же он держал во рту. Внимание всех снова переместилось к животному. Окружающие стали тише, их взгляды были прикованы к дельфину, когда Лора осторожно попыталась открыть его пасть. Она знала, что это может быть рискованно, но время не ждало. После нескольких попыток дельфин слегка приоткрыл пасть, и Лора заметила что-то блестящее. Это были фрагменты какого-то предмета. Она взяла мелкий камень и аккуратно приподняла морду дельфина, чтобы лучше увидеть. Внутри пасти виднелись не только остатки пищи, но и окровавленные куски пластика, которые могли вызвать его страдания. Лора затаила дыхание. Это открытие заставило ее сердце забиться быстрее. Она обратилась к толпе. «Он проглотил пластик, это может быть причиной его состояния». Реакция людей была мгновенной. Некоторые начали кричать от возмущения, другие замерли в шоке. «Как такое возможно?» — воскликнула одна женщина. Джон, все еще в воде, посмотрел на Лору с тревогой. «Мы можем помочь ему?» — спросил он, наблюдая за происходящим. Лора покачала головой. «Сначала нам нужно убрать этот пластик из его пасти». Среди толпы снова возникли споры. Одни предлагали вызвать ветеринара, другие настаивали на немедленных действиях. Лора осознавала, что медлить нельзя, но не могла сама справиться с ситуацией. Вдруг кто-то из толпы закричал: «Смотрите, он снова борется!» Дельфин начал дергаться, его тело металось в песке, вызывая беспокойство у всех присутствующих. Репортер, который все это время наблюдал за ситуацией, начал снимать происходящее на камеру. Он взял интервью у Джона, задавая вопросы о состоянии дельфина и возможностях спасения. В это время Лора решила, что нужно действовать решительно.
Она выбрала несколько смелых человек из толпы и сказала: «Нам нужно аккуратно удерживать его, пока я попробую извлечь пластик». Группа согласилась и встала вокруг дельфина, стараясь не причинить ему боль. Лора медленно подошла ближе и, не теряя времени, начала осторожно пытаться достать пластиковые фрагменты из пасти. Каждое движение требовало внимания. Вдруг дельфин снова застонал, и Лора почувствовала, как ее сердце замирает. Она продолжала, стараясь не пугать его, и, наконец, смогла вытащить небольшой кусок пластика. Когда она подняла его на свет, все присутствующие замерли в ожидании. Этот кусок был частью упаковки с надписью, которая могла дать подсказку о том, как это произошло. Тем временем к пляжу подъехали машины с спасателями. Они быстро вышли из автомобилей с оборудованием и начали оценивать ситуацию. Лора и ее группа не собирались останавливаться. «Скорее, давайте попробуем убрать еще!» — закричала она, и все вокруг снова сосредоточились на дельфине. В этот момент стало очевидно, что дельфин не был единственной жертвой. Обширная проблема с пластиковыми отходами в океане могла угрожать многим другим животным. Волнение и страх переполняли людей, когда они осознали масштабы проблемы. Спасатели быстро организовались на пляже, обследуя дельфина и собирая информацию о его состоянии. Высокий мужчина с бородой, один из опытных работников, подошел к Лоре и спросил: «Что вы уже сделали?» Она объяснила, что дельфин проглотил пластик, и они начали извлекать его фрагменты. Каждый новый кусок был важен, и Лора чувствовала настоятельную необходимость действовать быстро. Дельфин продолжал дергаться, его движения становились все более хаотичными, что вызывало страх у собравшихся. Надежда начала угасать, когда он снова издал стон, напоминая о серьезности ситуации. Лора заметила искру жизни в его глазах и поняла, что надежда еще не потеряна. С собранной решимостью она снова подошла к дельфину. Спасатели принесли специализированное оборудование для работы с морскими животными. Мужчина с бородой объяснил, как правильно действовать, чтобы не навредить дельфину. Лора сосредоточилась, внимая каждому слову. Она знала, что время играет против них. «Мы можем попробовать зафиксировать его, чтобы он не дергался во время работы», — предложил один из спасателей. Группа местных жителей и волонтеров быстро собралась вокруг дельфина, создавая барьер, чтобы удержать его. Напряжение нарастало, и каждый понимал, что их действия могут привести как к спасению, так и к гибели животного. Лора взяла инструменты от спасателей и осторожно наклонилась к дельфину, повторно пытаясь извлечь пластиковые фрагменты. В этот момент дельфин резко дернулся, и Лора потеряла равновесие, едва не упав в воду. Люди в толпе испугались, но она быстро восстановила контроль. «Давайте держаться крепче!» — закричала она группе. Собравшись с силами, Лора заметила еще один фрагмент, глубоко застрявший в пасти животного. Она понимала, что это может стать решающим моментом. Осторожно прикоснувшись к дельфину, она попыталась успокоить его, когда спасатели начали использовать оборудование для извлечения пластика. Каждый новый фрагмент, который они доставали, вызывал облегчение у собравшихся. «Мы можем сделать это!» — закричал Джон с заднего плана. Его голос звучал уверенно. В толпе начали раздаваться крики поддержки. Каждый шаг приближал их к успешному исходу. Лора, наконец, смогла извлечь большой кусок упаковки и, подняв его высоко, вызвала аплодисменты у толпы. Этот триумф на мгновение наполнил людей надеждой. Однако радость была недолгой. Дельфин снова застонал, и его движения стали менее энергичными. Спасатели быстро оценили ситуацию. У них не было времени на празднование успеха. Нужно было действовать. Один из них, заметив ухудшение состояния животного, крикнул: «Нам нужно быстро вернуть его в воду, он истощается!» Лора и Джон обменялись взглядами, понимая, что их следующая задача — сделать все возможное, чтобы спасти дельфина, пока не стало слишком поздно. Спасатели быстро начали действовать. Один из них, увидев, что дельфин теряет силы, вскрикнул: «Нужно создать платформу, чтобы перенести его в воду!» Группа людей, собравшаяся вокруг, немедленно принялась искать доступные материалы. Местные жители начали снимать пластиковые стулья и подстилки с пляжа, а другие собрали большие куски древесины, чтобы соорудить носилки. Лора, понимая, что времени в обрез, также принялась за дело. Она вместе с Джоном и несколькими волонтерами быстро сколотила импровизированные носилки, которые должны были помочь перенести дельфина к воде. Состояние животного стало ухудшаться. Его дыхание учащалось, каждое дыхание давалось с трудом. Спасатели объяснили, как правильно поднять дельфина. Мужчина с бородой сказал: «Сначала поддержите его спину и хвост, потом аккуратно поднимите».
Все собрались вокруг дельфина, готовясь к переносу. Лора наклонилась к нему, следуя указаниям. Ее сердце колотилось, осознавая важность этого момента. Наконец группа пришла в движение. Они осторожно подняли дельфина с песка, стараясь не причинить ему боли. Волнение заполнило пространство, когда дельфина начали переносить к воде. Однако в этот момент один из мужчин из толпы, который ранее активно предлагал идеи, упал на колени. «Я не могу на это смотреть!» — закричал он, вызывая волну тревоги среди собравшихся. Толпа замерла, когда несколько женщин начали плакать. Джон, понимая, что нельзя отвлекаться, закричал: «Не останавливайтесь, мы можем спасти его!» Его слова вдохновили людей, и они продолжили движение к воде. Наконец дельфин оказался на границе моря. Лора почувствовала, как его тело начинает остывать, и с каждым мгновением надежда угасала. Когда они достигли воды, спасатели начали аккуратно опускать дельфина в океан. Лора затаила дыхание. Дельфин, почувствовав прохладу, слегка дернулся. Это был напряженный момент. Он выглядел уставшим, и Лора понимала, что самое трудное еще впереди. «Давайте поддержим его, пока он не окрепнет!» — закричал один из спасателей. Лора и Джон встали на колени в воде, продолжая поддерживать дельфина, который плавал в мелководье. Однако его движения оставались неуверенными, он явно не понимал, как использовать силы. Лора заметила, что его дыхание оставалось затрудненным. Спасатели, оставшиеся на берегу, наблюдали за состоянием дельфина. Они знали, что требуется время для восстановления сил, но каждый момент оставался критически важным. В толпе кто-то закричал: «Что делать, если он не сможет плавать дальше?» Этот вопрос повис в воздухе, и напряжение вновь нарастало. Каждое мгновение могло стать решающим для жизни дельфина, и собравшиеся осознавали, что борьба за его спасение еще далека от завершения. Спасатели быстро организовались на берегу. Высокий мужчина в яркой униформе оценил ситуацию и отдал команду. Нужно срочно провести оценку состояния дельфина и подготовить реанимацию. Он достал медицинское оборудование и начал проверять пульс животного, в то время как остальные собирали кислородные баллоны и спасательные жилеты. Лора и Джон продолжали поддерживать дельфина в воде, когда один из спасателей подошел с кислородным оборудованием. «Мы будем использовать этот баллон, чтобы помочь ему дышать», — сказал он, надевая маску на морду дельфина. Лора следила за действиями спасателей, которые работали с полной концентрацией, понимая, что на кону стоит жизнь животного. Толпа наблюдала с замиранием сердца, когда дельфин вновь издал звук, похожий на стон. Люди начали переживать, и напряжение нарастало. Спасатели, не теряя времени, делали все возможное для стабилизации состояния. Один из них, заметив ухудшение дыхания, закричал: «Проверьте уровень кислорода, он может быть в шоковом состоянии». Лора почувствовала тревогу, когда дельфин снова дернулся, реагируя на действия людей. Она продолжала держать его голову над водой. В это время спасатели использовали специальные инструменты для проверки состояния. Один из них вставил термометр в воду, чтобы измерить температуру окружающей среды и состояние животного. «Нам нужно быстро действовать, иначе он может не выдержать», — произнес один из них, и напряжение накалилось. Собравшиеся начали обсуждать, как помочь. Некоторые предложили принести ведра с водой, чтобы поливать дельфина и предотвратить перегрев на солнце. Другие искали тень, чтобы защитить его от солнечных лучей. Лора оставалась в центре событий, понимая, что каждая деталь имеет решающее значение. В этот момент один из спасателей, проверяя дельфина, крикнул: «У него сильная дегидратация». Лора поняла, что это следствие длительного пребывания на суше. Она предложила: «Нам нужно срочно позвонить в специализированный центр, чтобы они прислали помощь с оборудованием». Джон, не теряя времени, достал телефон и начал набирать номер. Пока Джон звонил, Лора заметила, что дельфин начал неуверенно двигаться, как будто пытаясь выбраться. «Давайте, держитесь крепче!» — закричала она, и группа людей вновь собралась вокруг него. Спасатели начали аккуратно поднимать животное, стараясь обеспечить максимальную поддержку. Каждый знал, что это может стать решающим моментом. Используя растяжки и специальное оборудование, они пытались предотвратить дальнейшие травмы. Лора чувствовала, как ее сердце колотится, когда они начали поднимать дельфина на носилках. «Держите его!» — крикнул один из спасателей, когда дельфин снова издал звук, напоминающий крик о помощи. Толпа замерла в ожидании, каждое движение могло стать решающим. В этот критический момент Джон завершил звонок и подошел к группе. «Они в пути, но нам нужно продержаться до их приезда», — сказал он, ободряя всех собравшихся.
Лора и остальные поняли, что это будет их последний шанс спасти дельфина. Каждый был готов сделать все возможное, чтобы помочь. Люди на пляже замерли, когда животное начали поднимать на носилках. Каждое движение было наполнено напряжением, и все понимали, что от их действий зависит жизнь дельфина. Лора почувствовала страх, когда он снова издал звук, напоминающий предсмертный крик. Напряжение достигло своего пика. Спасатели быстро переносили его к воде, аккуратно поддерживая голову. С каждой секундой казалось, что дельфин теряет силы. Толпа вокруг них затаила дыхание, лица людей отражали смесь надежды и страха. У кого-то на глазах появились слезы, другие шептали молитвы. Наконец они достигли границы воды, и спасатели начали аккуратно опускать его в океан. Лора, держа голову над поверхностью, почувствовала, как его тело начинает остывать. В этот момент каждый замер в ожидании, наблюдая, как дельфин медленно погружается в соленые воды. Вдруг он коснулся воды, слегка дернувшись, и люди начали готовиться к торжеству, но дельфин не начал плавать. Он просто лежал на поверхности, не проявляя признаков восстановления, что вызвало новую волну беспокойства. Спасатели начали использовать кислородное оборудование, чтобы подать воздух. Мужчина с бородой крикнул: «Не теряйте надежды, мы можем помочь ему!» Лора продолжала поддерживать его голову, стараясь не дать ему уйти под воду. Вдруг один из спасателей заметил, что в пасти остался фрагмент пластика. Он закричал: «У него еще застрял фрагмент!» Все взгляды вновь обратились к дельфину. Лора почувствовала прилив энергии и вместе с Джоном попыталась удержать животное, чтобы оно не погружалось. «Держитесь крепче!» — крикнул спасатель, когда они снова попробовали достать остатки. Лора и Джон сделали все возможное, чтобы предотвратить погружение. Каждый понимал, что на кону жизнь, и напряжение нарастало. Толпа затаила дыхание, когда спасатели наконец извлекли последний кусок пластика. Все одновременно вздохнули с облегчением, когда дельфин смог сделать глубокий вдох. Его движения стали более уверенными. Спасатели помогали ему плавать и подзывали людей с пляжа к активным действиям. В этот момент дельфин, осознав, что он снова в воде, начал медленно двигаться. Толпа объединилась в едином крике радости. Лора и Джон, полные надежды, понимали, что дельфин стал символом борьбы за жизнь. Напряжение на пляже смягчилось, но победа еще не была окончательной. Каждый осознавал, что животному все еще нужна помощь, и борьба за его спасение продолжалась. Когда дельфин начал медленно двигаться в воде, радость переполнила людей на пляже. Однако Лора не могла избавиться от тревоги, связанной с находкой в его пасти. Содержание пластика и записка, извлеченные из его рта, могли указывать на более серьезную проблему, требующую внимания. Джон заметил ее задумчивый взгляд. «Что с тобой?» — спросил он. Лора ответила: «Я не могу забыть о записке. Она могла содержать важное послание». В то время как толпа продолжала радоваться, Лора знала, что необходимо разобраться в этом загадочном сообщении. Внезапно к ней подошел один из спасателей с запиской, которую они нашли среди остатков. «Смотри, мы смогли найти ее», — сказал он, протягивая ее. Лора взяла записку и начала рассматривать текст, который до этого был сильно размокшим. Некоторые слова стали более понятными. «Мы не одни. Спасите нас». Она перевела взгляд на Джона, который тоже читал текст. «Что, если это послание от других существ, которые также стали жертвами загрязнения океана?» — произнесла она, ее голос дрожал от волнения. Спасатели, собравшиеся вокруг, начали обсуждать возможные последствия. «Если это действительно так, мы должны сообщить об этом», — сказал один из мужчин. Лора вспомнила о других инцидентах в их деревне. Пластиковые отходы угрожают не только жизни морских обитателей, но и экосистеме в целом. «Это может быть сигналом к действию», — произнесла она, осознавая, что полученная информация способна повлиять на многих. «Нам нужно организовать кампанию по очистке пляжа и привлечь внимание к проблеме загрязнения». Джон кивнул, поддерживая ее идеи. Тем временем дельфин, казалось, начал восстанавливаться. Лора и Джон наблюдали за ним, но теперь их мысли были заняты не только его спасением. Все понимали, что их действия могут изменить ситуацию не только для этого животного, но и для всей экосистемы. Спасатели продолжали собираться вокруг Лоры, задавая вопросы о записке. Она объясняла, что это может быть призыв к помощи от других существ. Некоторые начали делиться историями о случаях, когда морские животные оказывались в бедственном положении из-за пластикового загрязнения. Эти примеры лишь усилили настойчивость Лоры и Джона в намерении действовать. Наконец, дельфин, почувствовав себя лучше, начал плавать более уверенно. «Это стало символом надежды для всех присутствующих»,
«Мы должны донести это сообщение до всех!» — закричала Лора, и толпа ее поддержала. Они начали обсуждать, как именно это сделать, и волнение охватило всех. Дельфин продолжал плавать, его движения становились все более уверенными. Он, казалось, чувствовал, что его спасли, и это придавало сил всем присутствующим. В этот момент стало ясно, что их небольшая победа над загрязнением — это лишь начало более широкой борьбы за сохранение жизни в океане. Собравшиеся на пляже начали обсуждать, как реализовать идеи Лоры. Вдохновленные недавним спасением дельфина, люди разделились на группы. Одни планировали кампанию по очистке пляжа, другие организовывали встречи с местными властями для привлечения внимания к проблеме пластикового загрязнения. Джон предложил создать онлайн-петицию, чтобы собрать подписи и продемонстрировать общественное мнение. Это предложение получило одобрение, и вскоре добровольцы начали активно собирать подписи на местном рынке и в социальных сетях. Спасатели, ведя активность местных жителей, начали оказывать помощь. Один из них, управляющий спасательным центром, согласился провести обучающие занятия для волонтеров. Он объяснял, как правильно убирать пластик на пляже и взаимодействовать с морскими животными, добавив, что важно не только очищать, но и защищать экосистему. В его лекциях включили информацию о последствиях загрязнения для морских обитателей. Через несколько дней после спасения дельфина Лора и Джон организовали первую акцию по очистке пляжа. Сотни людей пришли, вооружившись мешками для мусора и перчатками. Они работали в команде, собирая пластиковые отходы, стекло и другие материалы, угрожавшие экосистеме. Процесс уборки оказался внушительным. Участники находили все больше мусора и обсуждали, сколько животных могло пострадать от этого загрязнения. Группы делились историями о морских обитателях, которые стали жертвами пластика. Реакция сообщества начала распространяться благодаря местным СМИ. Истории о спасении дельфина и инициативах по очистке пляжа стали известны за пределами их деревни. Вскоре другие города начали проводить аналогичные акции, вдохновленные успехом. Лора и Джон получали сообщения от людей, которые хотели присоединиться к их движению, и это только подстегивало их усилия. Через несколько месяцев после первой акции пляж стал значительно чище. Местные жители продолжали заботиться об окружающей среде, и это стало частью их повседневной жизни. С каждым днем все больше людей осознавали важность защиты океанов и морских животных. Лора и Джон заметили, что их усилия не только помогли спасти дельфина, но и сплотили всю общину. Спасенный дельфин вернулся на свободу, его плавание стало символом надежды для многих. Сообщество поняло, что их действия могут иметь последствия не только для них, но и для природы в целом. Каждый маленький шаг к очищению окружающей среды стал важным вкладом в борьбу с загрязнением и защиту морских обитателей. Лора часто думала о записке, найденной в пасти дельфина. Она воспринимала ее как символ тех, кто не мог говорить за себя. Теперь, благодаря усилиям многих, это послание стало началом новой эры заботы о природе. Каждое действие приближало их к более чистому и здоровому будущему для океанов. История о дельфине и его спасении вдохновила многих, и память об этом событии навсегда осталась в сердцах тех, кто принял участие в борьбе за спасение природы.